Я вас приветствую на своем канале, как обычно в пятницу, в 6 часов по московскому времени. У нас 1 час на вопросы, которые вы задаете в текстовом режиме, а я вам стараюсь отвечать голосом, если связь не прервется. Мы обсуждаем IT, менеджмент, программирование. Как показала практика, вопросы трудоустройства, карьеры вас очень волнуют. Я стараюсь на них отвечать, хотя не являюсь экспертом в этом вопросе. Поехали. И вот первый вопрос, и он как раз о трудоустройстве. Задает нам его читатель по имени Томас. Что сейчас лучше выбрать для IT-специалиста? Оформление по трудовому договору или по ГПХ? Это так называемый самозанятый или как-то иначе. Я тут не очень-то разбираюсь. Что посоветуешь выбрать ты? Ну, я разницу между этими двумя способами вижу, видимо, в длительности и временном характере и первого, и второго варианта. Трудовой договор, как мне кажется, это что-то более длительное, что закрепляет вас за компанией на более длительный срок. Я бы посоветовал выбирать именно этот вариант. Я думаю, что в общем случае лучше оставаться с одной компанией долго, не менять компании, даже если вас в какой-то степени не устраивают условия, которые вы получаете из этой компании. При переходе из компании в компанию вы вынуждены значительное количество времени терять на ориентацию в пространстве, на ознакомление с новым проектом, на переход в новую технологию, на подстраивание к новому коллективу. Это все время, это все расходы вашего главного ресурса, это времени. Если вы будете делать это часто, у вас будут в итоге через длительный промежуток времени, через 10 лет, например, у вас будет менее эффективно использован ваш ресурс, и на выходе вы получите меньше. Это, конечно, не рассматривая вариант полного абсолютного фриланса, когда вы и не собираетесь устраиваться на работу, вы собираетесь быть свободным человеком, жить на Бали, программировать, меняя проект каждые несколько месяцев. В этом случае, да, это ваш режим, и, наверное, он вам подойдет, но я думаю, что стратегически, если смотреть на рынок, то все движется к укрупнению компаний и к их огосударствлении. Компании будут становиться государственными, крупными и государственными. В этой стране так точно, и я думаю, что в других странах, в Америке, в Европе тоже к этому все идет. Малые бизнесы просто не способны конкурировать с крупными гигантами, и если в них и будут рабочие места, то они будут менее стабильные, менее надежные, там будет меньше денег. Если вас интересует карьера в долгую, то выбирайте варианты с трудовым договором и оставайтесь с большими компаниями. Выбирайте компании, которые максимальные по размеру на рынке. Даже если там проект неинтересный, даже если там команда вас не устраивает, даже если там зарплата ниже. Все эти минусы перечеркиваются одним большим плюсом, а именно размером компании. Размер компании дает вам доступ к большим ресурсам, доступ к большим проектам, доступ к большим технологиям, к большим процессам, ко всему тому, к чему вы не получите доступ в малом стартапе. И чем раньше вы получите доступ к этому большому масштабу, особенно в начале своей карьеры, тем более качественным вы в итоге станете специалистом. И даже если вы хотите в итоге стать стартап-фаундером, допустим, вы не хотите быть офисным планктоном всю свою жизнь, вы хотите в итоге стать миллионером и, как Джефф Безос, покупать себе яхту за $500 миллиона. Даже для того, чтобы добраться туда, лучше, если вы начнете свой путь с большой крупной компанией. Поработайте 10 лет в Яндексе условно, поработайте 10 лет в IBM, в Google, в крупной корпорации. Там вы узнаете, как строятся процессы, там вы увидите людей, там вы станете человеком системы. У вас в резюме появится галочка, что вы принадлежите или принадлежали в прошлом к крупной системе. Значит, вас система проверила, значит, вам система доверяла долгие годы. Значит, вы тот, на кого можно положиться. Вы тот, кто знает, как жить по правилам, кто понимает, что такое дисциплина. И такому человеку инвестиции давать
капиталистам более комфортно, чем человеку, который сегодня на Бали, завтра он в Индонезии, послезавтра он опять здесь, и вот он просит $1 миллион на свой стартап. А завтра он опять будет на Бали. Мы ему звонить будем, а он трубку не будет брать. Нужно ли ему давать этот $1 миллион? А если у него в резюме написано, 10 лет он работал в Сбербанке. Да, он был офисным планктоном, он формочки там заполнял, но он 10 лет находился в системе. Он служил системе или, как это назовите, режиму, в хорошем смысле. Значит, это человек, который способен играть по правилам. Ему вполне можно, на него можно положиться, ему вполне можно доверить деньги, он будет действовать предсказуемо. А человек, который на Бали жил, а потом в Индонезии, а потом в Калифорнии, а потом где-то еще, это человек слишком самостоятельный, он слишком опасный для того, чтобы ему доверять. Так что, какую бы вы карьеру себе не видели в перспективе, начинать я рекомендую с длительного, стабильного трудоустройства в большой компании. Следующий вопрос. Что думаете по поводу всей этой шумихи вокруг Трампа? Ну, Трампа, да, действительно, его признали виновным, насколько я понял из сегодняшних новостей. Я думаю, что все идет к тому, что его вполне возможно, что и посадят за решетку, вполне возможно, что и там у него случится что-нибудь с ним такое, что ему совсем помешает участвовать в выборах. Но нас интересует не это, нам интересно другое. Нам интересно, почему это происходит. Почему это происходит сегодня и не происходило 30 лет назад? Почему 50 лет назад были другие механизмы избрания президентов? Были другого качества или другого сорта, другого рода рекламные кампании этих президентов? Почему сейчас происходит так, что их не просто обличают в чем-то негативном, как это обычно происходит в президентских кампаниях, один кандидат другого пытается уличить в чем-то плохом и дискредитировать его репутацию, навредить его репутации, таким образом выиграв какие-то очки для себя. Сейчас это все перешло совершенно все границы, я думаю, что еще впереди мы и другие границы это пересечет. Я думаю, что это происходит потому, что власть реальную в социуме, в обществе захватило действительно реальное большинство. Большинство, которое получило доступ к рычагам воздействия на меньшинство, скажем так. Люди стали голосовать своими лайками, своими звездочками, своими кнопками в своих инстаграмах, в своих фейсбуках. И вынуждены в результате этого люди меньшинства, люди, которые всю жизнь управляли государствами, большими коллективами, обществами, они вынуждены сейчас подыгрывать больше, чем раньше, подыгрывать меньшинству. Интенсивно подыгрывать, потому что игнорировать это большинство уже невозможно, потому что оно через социальные сети голосует своими лайками. А голосует оно, это большинство, мы понимаем как. Чем грязнее контент, чем ярче подача, чем больше там прямого, понятного, бездумного негатива, тем легче нажать лайк или дизлайк. И поэтому давайте Трампа назовем преступником. Это понятное послание большинству. Не программу его предвыборную будем разбирать, не аналитику устраивать, а где же он пытается наше общество каким образом ухудшить или улучшить, а почему то, что он предлагает, нам навредит или нам поможет. Нет, мы просто его назовем преступником. Причем еще в деле со скандалом, связанным с какой-то порноактрисой. То есть максимальное количество грязи выложим, чтобы наш зритель, тот самый инстаграм-подписчик, максимально легко добрался до кнопки лайк или дизлайк. И это очень, конечно, пугает, что вот так происходит. Я об этом написал статью у себя на блоге на прошлой неделе, можете почитать, где я как-то сформулировал эту мысль более подробно. Видимо, выхода из этого нет, потому что единственный выход – это цензура, это закрытие доступа масс людей к
любому такому неконтролируемому потоку информации. То есть возврат меньшинства к власти. Сделать так, чтобы меньшинство решало, что можно публиковать в интернете, а что нельзя. Что является допустимым контентом, а что мы никогда не покажем публике. Причем речь идет не о фильмах со сценами насилия, а в том числе и политический контент, в том числе и контент, который глупый, который бездумный, который давит на примитивные чувства людей. Мы тоже его будем блокировать. Но это будет блокировать меньшинство, малая доля людей, какое-то министерство цензуры, министерство контроля за качеством информации. И вот я думаю, это единственный способ, который, например, в Китае давно уже практикуют, а мы только осознаем необходимость этого. Я вижу, что к этому все идет. И вообще, я думаю, в целом, если немножко закончить с политикой, то я думаю, что в целом мир движется сейчас к каким-то жестоким мерам и жестоким лидерам. Что-то такое, мне кажется, происходит сейчас, что похоже на события Европы прошлого века, 20-е, 30-е годы, когда нацисты пришли к власти. Общество было уставшим от слабой власти. Общество хотело, чтобы пришли к власти те, кто решает вопросы радикальным путем, путем насилия в основном. И они пришли к власти. И за него, за партию НСДАП, проголосовало большинство в той же Германии. Вот мне так кажется, что сейчас мы куда-то в ту сторону движемся, и от того, что происходит, от того хаоса, который происходит по всему миру, мир уже устал. И сейчас очень легко можно предвидеть появление диктаторов, или диктатора, или диктаторов. И эти диктаторы, безусловно, начнут с цензуры, безусловно, начнут с контроля за тем, что можно говорить, а что нельзя. Что будет с нами, это вопрос, наверное, отдельный. Следующий вопрос про языки программирования. Пожалуйста, объясните доступно, как создан язык V. Выпуск с Александром смотрел. У меня на YouTube, на моем канале был неделю назад мы выложили, да какую неделю? 3 дня назад мы выложили интервью с создателем языка V, Александром, который мне очень понравился как технический специалист, мне было интересно с ним общаться. И вот вопрос, вы продолжаете эту тему. Было понятно, пишет нам автор вопроса, до момента, где было сказано, что я написал транслятор с Go на C. Во-первых, на чем написан этот транслятор на C, вопросительный знак. Я как понимаю, как любой язык программирования, который хочет быть в том числе языком написания самого себя, он должен сначала быть написан на каком-то одном языке, то есть его компилятор. Потом мы пишем программу на своем этом языке, который мы изобрели, компилируем то, что мы написали, в какой-то конечный язык, ну, например, в машинные коды. И то, что мы написали компилятор. То есть у нас будет 2 компилятора в руках. Первый компилятор, который мы написали на каком-нибудь Go, Shmo, на любом другом языке. А второй компилятор, который мы написали уже на своем языке. То есть мы написали компилятор на своего языка, на своем же языке. Но скомпилировали его первый раз, конечно, на каком-то другом компиляторе, который называется таким стартовым или пробным или начальным компилятором. И вот у нас получается первая версия компилятора, написанного нами и компилируемого этим вспомогательным языком. И тут же у нас получается версия 0.0.1, и мы на ней уже продолжаем компилировать, собственно, то, что написано на нашем языке. И получаем вторую версию, третью, четвертую, и тот компилятор первый на Go мы выбрасываем, потому что он уже больше не нужен. Я думаю, что ровно так сделал Александр. Ну, мне кажется, что именно это он рассказывал. Вообще я увидел интересные комментарии, полярные, как обычно, под этим видео. Кому-то понравился и Александр, и его проект, кому-то не понравился. И стали писать, что он, мол, где-то технически что-то там у них какие-то слабые стороны, где-то все это работает не так, как обещалось, и так далее. Я думаю, что это, во-первых, неплохо, давайте с 2 сторон рассматривать, а с другой стороны, те, кто пишет негатив, это трудно в таком случае воспринимать не то что спокойно, а конструктивно критику формата «у вас все не так хорошо, как вы говорите», и вы, в общем, вы не тот, за кого себя выдаете.
эта критика неинтересна, потому что мы видим результат налицо, а у тех, кто критикует, такого результата нет. И они из ниоткуда, из позиции анонима, пытаются вылить грязь на того, кого мы знаем, кого мы видим, кто вот он перед нами, вот он рассказывает, вот его история, вот его все коммиты, вот его продукт. Это даже неинтересно такую критику читать. Критика в таком случае, мне кажется, которая мне бы понравилась и на которую бы я обращал внимание, это критика формата вопросов. Вообще в любом случае, мне кажется, критиковать лучше всего задавая вопросы. Таким образом, выводя человека на какие-то его слабые стороны. Даже если вы аноним, и даже если вы никогда не писали свои языки, но считаете, что вы в этом разбираетесь, не надо критиковать. А вы задайте вопрос этому Александру и спросите, а вот это у вас как реализовано? А вы пробовали по-другому? А вы сравнивали свою реализацию с этой реализацией? А почему вы считаете, что ваша реализация лучше? Каждое предложение с вопросительным знаком в конце. И пусть он отвечает. Я думаю, что он с удовольствием в комментариях под этим видео придет и ответит на эти вопросы. Но он будет не в позиции борьбы с моськой, которая лает на слона, и нужно от нее просто отмахнуться, потому что она атмосферу только портит, она конструктива не вносит. А это будет другой формат. Он будет понимать, что да, с ним разговаривает какой-то аноним, который и не хочет себя раскрывать, и не может, потому что он никто его не знает, это просто yet another программер. Но вопросы он задает так, конструктивные, он же не грязью поливает, он не утверждения делает, он спрашивает, как у вас это работает. Конечно, мы ему расскажем, конечно, мы ему ответим, даже если это какая-то слабая сторона. Но мы признаем какую-то слабость. Сам же Александр, я думаю, без проблем признает, где у него что-то не так работает. Но это будет интересный разговор. А то, что пишут иногда там эти хейтеры, это... Единственный, который ответ можно дать таким людям, это «а у вас-то чего? Вы покажите альтернативу свою, и тогда мы сравним». И будет... они показать-то ничего не могут. Следующий вопрос. По вашему мнению, в каких университетах в России сейчас готовят хороших программистов? Я думаю, что в университетах программистов хороших не готовят. К сожалению, в России в университетах действительно пытаются готовить программистов. И это, мне кажется, ошибка университетов. Я думаю, что университеты должны готовить людей с высшим образованием, то есть исследователей, то есть людей науки. Университеты – это все-таки научные заведения, научно-учебные, безусловно, но в первую очередь научные. Задача университета не создать программиста, не инженера выпустить, в основном, а выпустить все-таки того, кто будет решать нерешенные еще задачи. Идти вперед, развивая науку. Но, к сожалению, в России очень много университетов, на мой взгляд, и очень много они готовят этих будущих сотрудников. И подавляющее большинство этих сотрудников – это просто ремесленники, просто инженеры, программисты. Ни в коем случае не считаю программиста человеком второго сорта, я сам программист. Но все-таки надо понимать, что ученый и программист – это разные люди. И поэтому, поскольку они готовят программистов, они готовят ученых. Может быть, слово «поэтому» здесь не подходит, но они готовят программистов, и делают они это не очень качественно, на мой взгляд. То есть можно, даже так скажу, смотрите, они долго готовят программистов. Время, которое тратит человек в университете, оно несоизмеримо больше, чем нужно времени для того, чтобы стать программистом на языке Java. Вам не нужно для того, чтобы быть Java-программистом, учиться 3 года на бакалавриате. Не нужно этого делать. Вы можете это освоить за 6 месяцев. Но вас там держат, как будто вы хотите стать в итоге ученым. Бакалавриат, плюс еще магистратура, 5 лет. У вас 5 лет... Или подождите, сколько у нас бакалавриат? 4 года, сори. То есть вас 4 года держат на бакалавра, потом 2 года держат на магистра, 6 лет вы тратите на это образование, и в итоге вы на выходе получаетесь Java-программистом. Зачем так долго? Это вполне можно сделать за 1 год. В каком-нибудь профессионально-техническом училище, в техникуме, в курсах по подготовке Java-программистов. Если вы хотите быть программистом, то поставьте себе задачу самостоятельно стать программистом и станьте им за полгода, за год. А университет вам нужен только для того, чтобы у вас был аттестат о высшем образовании, чтобы у вас был диплом. Он вам поможет при трудоустройстве
хотя и многие не считают так, и многие будут мне писать, что это не так, что никому не нужен диплом. Он нужен, на него смотрят, на него обращают внимание. Поэтому если вы молодой человек, и у вас сейчас есть выбор, идти или не идти в высшее образование, то да, идти. Но понимать, что вы идете не учиться, а получать диплом. Вам нужно там просто отсидеть, выполняя все требования университета. Вам сказали сделать курсовую работу, вы ее сделали с минимально достаточным качеством, как от вас требовали. Вам сказали пройти практику, вы ее прошли. Вам сказали сдать зачет, вы его сдали. Просто за эти 6 лет вы научитесь следовать правилам, выполнять то, что написано в инструкциях. Но не думайте, что это сделает из вас программиста. Параллельно с этим учитесь на программиста самостоятельно. Книги, видеоматериалы, пишите свои собственные проекты, проходите какую-то практику. Но не ждите, что вы 6 лет будете там, отходите в университет. И вот вы вышли, и вы программист. У вас будет большое разочарование, потому что вы не будете программистом высокого уровня. Вы будете программистом среднего, а то и низкого уровня. И будет большое недоумение, почему я потратил так много времени, я вроде бы выполнял все, что мне говорили, я все эти дипломы, все сдал, но когда я прихожу на работу, меня берут тестером. И платят мне 80 тысяч рублей вместо моих ожидаемых 300, как я думал. А это все потому, что вы 6 лет не занимались самообразованием. Вы не занимались вообще никаким образованием. То, что вам давал университет, это было, скорее всего, какая-то такая базовая, мало кому нужная, научная, такая полунаучная смесь из дисциплин. Но она не нужна никому на практике практически. Следующий вопрос. Так, здесь опять про язык V. Я не знаю деталей. Вы задайте эти вопросы, которые вы у меня спрашиваете. Прямо там под видео напишите Александру. Он вам ответит. Он смотрит комментарии. Он вам ответит с удовольствием. Только задавайте вопрос, ну, вот как вы сейчас мне задаете, с вопросительным знаком в конце, без попытки дать ему оценку. Следующий вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ситуации с Робертом Мартином и Кейси Муратори. Да, интересный случай. Мы несколько эфиров назад, кто-то упоминал этот кейс, потом мне прислали видео, я посмотрел этот анализ их общения. В 2 словах для тех, кто не в курсе, Роберт Мартин, мы знаем, кто такой. Это уважаемый всеми нами человек, который написал книгу о Clean Code и который лет 40 своей жизни посвятил именно вопросам качества разработки программного обеспечения. Он не является ученым, он научных работ, насколько я знаю, он не писал, и он не является изобретателем ни языка программирования или языков программирования, и даже не является изобретателем концепции программирования. Например, объектно-ориентированное программирование не им было изобретено. Он именно тот, кто популяризовал и придумал практики качественного программирования внутри объектно-ориентированного программирования. Он нас научил, как писать лучше, например, программы на Java, используя инструментарий Java, используя инструментарий ООП. Кто такой Кейси Муратори? Кейси Муратори, он не так давно, я так понимаю, написал статью, где рассказал, что если писать программы в объектно-ориентированном стиле, то есть с использованием классов и наследования и полиморфизма, то они, на удивление Кейси Муратори, работают медленнее, чем если мы их напишем в процедурном стиле. И он стал критиковать этого Роберта Мартина, ставя ему в вину этот факт и спрашивая у него, почему, мол, ты, Роберт Мартин, нам рекомендуешь по-прежнему писать программы в ООП-стиле, в объектно-ориентированном, когда, вот смотри, они работают медленно. И Роберт Мартин стал защищаться. И его основной аргумент защиты был таков. Он стал говорить, что дело не в том, как программы выполняются, а в том, насколько они удобны для программистов. Насколько легко программист может понять, что там написано. И это, мол, более важный критерий качества, чем их скорость. Ну а Кейси ему нет, мол, вот потому что
Ты, мол, так мыслишь, потому что у тебя такая философия. Вот у нас медленно работают мобильные телефоны, у нас медленно работает это. И вот посмотри, я запускаю программу, она очень простая. Здесь не нужна никакой полиморфизм. Все работает хорошо без него, потому что быстро. Ну и они ни к чему не пришли. Я так понял, Роберту Мартину это надоело все в конце, и они свою дискуссию закончили. У меня из этого всего родилось только один вопрос. Почему Кейси прицепился к Роберту Мартину? Роберт Мартин не выдумывал ООП. Если вам не нравится идея с ООП, то давайте поговорим с Аланом Кеем, одним из авторов Smalltalk. Давайте поговорим с теми, кто создавал язык симулов, который был впервые предложен принцип того же полиморфизма и вообще, в принципе, идеи абстракции, инкапсуляции, все то, что мы используем в ООП. Роберт Мартин это не придумал. Это первое. И второе. Кейси в 2024 году вдруг узнать о том, что ООП медленнее работает, чем процедурное программирование, это поздновато. Очень много статей научных, которые мы в том числе изучаем, которые это открыли еще 30 лет назад. Это было известно в первые месяцы появления языка типа Java. Масса была проведена работа, анализов, бенчмарки были созданы, и было показано, что действительно, когда вы разрабатываете в объектно-ориентированном стиле, то у вас скорость будет иногда в 100 раз ниже, чем если бы вы то же самое написали в процедурном стиле. Но мы это знаем, мы это приняли еще 30 лет назад. Я еще тогда студентом был. И тут вдруг Кейси из ниоткуда говорит: Мартин, ты виноват в том, что у нас ООП, я не пойму, это какой-то хайп, на котором получилось выехать, зацепили бедного Роберта Мартина, который вдруг еще стал оправдываться. Но он не то что оправдываться, он-то много умного сказал по дороге. Он сказал, что главное это, и я с ним здесь в этом согласен полностью, главное это не скорость работы программы сейчас, в 2024 году, а важна ее действительно читаемость, ее понятность для программиста. Это значительно более важный показатель. Скорость важна иногда. Скорость важна в некоторых узловых моментах программы, в каких-то модулях, в каких-то блоках, но не во всей программе. Очень большое количество мест в программе, подавляющее большинство мест в программе запускаются один раз, но читаются ежедневно. А малое количество мест в программе запускается часто, но видят их программисты один раз в то время, когда программа создается. А дальше забывают о них, потому что это узловые места, их тестируют, проверяют их на то, что они быстрые, и забывают о них. А вот вопросы глобального дизайна, где какой модуль находится, где какой класс, с каким как взаимодействует, как переставить эти модули местами, чтобы стало понятней, чтобы стало легче рефакторить, чтобы жизнь нашу облегчить, то это мы делаем часто. И если мы будем программировать, как нам Кейси рекомендует, то у нас будет месс тотальный, который почему-то, зачем-то работает быстро. Да, у меня вместо 100 классов в программе будет 2 класса. И в каждом из этих 2 классов будет по 100 функций. Это вот так Кейси нам рекомендует. Это будет работать быстрее, безусловно. Но нужна ли мне эта скорость в этих местах? Не нужна. В большинстве случаев она никакой роли не играет. Я свои все веб-приложения, которые у меня в pet-проектах, у меня на блоге, зайдите, посмотрите, pet-проекты, они все работают быстро. И во всех из них я использую избыточное ООП. И практически никогда не задумываюсь о перформансе. Когда я начинаю задумываться о перформансе, я его в тех местах, где нужно, я его файн-тюнинг делаю, и он работает быстрее. Так что я здесь на стороне, конечно, Роберта Мартина. Доводы Кейси интересные, но, во-первых, запоздали, во-вторых, не к тому человеку относятся, а в-третьих, мы их отвергаем и с ними не согласны. Следующий вопрос. Какие проблемы бизнеса невозможно или затруднительно решить с помощью существующих языков программирования? То есть вопрос от Михаила: нужен ли нам новый язык, да? Зачем мы говорим о новых языках и почему мы не можем решить проблемы с существующими языками? Я думаю, что в языках программирования, мне так кажется,
чаще всего идут не по пути проблема решения, а по пути, а вот вам новая идея, а ну-ка попробуйте. И программисты пробуют и говорят, вот интересно, где вы раньше были. И начинают эту идею применять. Но так, чтобы сейчас выйти к программистам и спросить, ребята, чего вам не хватает в языке Java? Или просто, какой вам вместо языка Python дать язык, чтобы он был лучше? Я думаю, что вам не скажут, не напишут такой список. Ну, не соберете вы такие требования. И на вопрос, какие проблемы нельзя решить, ну, все можно решить проблемы, скажут вам программисты. Просто они не понимают, сами программисты, мы, программисты, не понимаем, что то, как мы программируем сейчас, можно программировать иначе, если бы язык был другим. Вот я думаю так. И я даже пример вам не могу привести, потому что если бы я знал, чего не хватает в языках, я бы уже, может быть, сделал свой язык, который бы эту проблему конкретную решил. Ну, наверное, вот у меня, опять же, отсылаю вас на блог к себе. У меня на блоге есть статья, называется D29, если я не ошибаюсь. Прям такое название. D29. Этой статье уже лет 10, наверное. И в ней я написал, какие фичи, мне кажется, было бы здорово иметь в языке будущего. Посмотрите, там целый список, их там 20 этих фич, которые, мне кажется, было бы интересно интегрировать в язык. В основном эти фичи касаются объединения того, что сейчас стоит за рамками языка программирования, с языком. Например, Continuous Integration. О том, как будет собираться программа, о том, как будет происходить деплоймент, как будет упаковываться продукт, язык ничего не знает. Все языки, с которыми мы работаем, они как будто бы созданы для программирования на одном лаптопе, в одной директории одним программистом. И нет в них ни фич, ни языковых конструкций, ни механизмов для того, чтобы программист внутри кода описал, что это все будет собрано и попадет на 250 серверов, и попадать оно будет туда через такой-то пайплайн, и в этом пайплайне будут такие-то шаги, и вот этот файл, который я сейчас редактирую, он должен на таких-то шагах быть использован так-то и так-то. Вся эта информация, она где-то во внешних файлах находится, в каких-то файлах конфигурации сборки, каких-то YAML файлах, в чем угодно. Но в самом языке мы к этой информации доступа не имеем. То есть вы не можете языковыми конструкциями написать, ну-ка, вот берем здесь переменную А и присваиваем к ней сервер, на котором сейчас работает это приложение. Вам нужен для этого какой-то фреймворк, который даст эту информацию. Вам нужен какой-то вспомогательный конфигуратор, который эту информацию этому фреймворку предоставит. Целая процедура. Вы, конечно, эту задачу решите, но не средствами языка. Язык вам этой функции не дает. Вот я думаю, что что-то такое должно появляться в языках будущего. Интеграция между историей изменений, например, Git History, она же тоже недоступна внутри языка. У меня нет ключевого слова Git, например, в Java, где я бы написал, дай-ка мне вот, глядя сейчас на этот текст программы, я хочу узнать, какая у него история изменений. А это было бы интересно, мне кажется. Мы бы тогда объединили DevOps еще теснее с программистами. И, возможно, открылись бы новые какие-то горизонты, о которых я даже сейчас не знаю. Следующий вопрос. Поделитесь впечатлениями о США и Китае. Улучшилось ли их положение с последних крайних ваших поездок? Да, я действительно побывал в США вот недавно. У меня есть видео даже на канале, где я вам рассказал, как Нью-Йорк сейчас выглядит, и показал. Посмотрите, если интересно. И я вот был в Китае, я вернулся 2 дня назад из Китая. Я был в Пекине, был в Шэньчжэне. И я тоже выложу скоро видео, такое туристическое, где покажу, как живут китайцы и обычные, и как это выглядит внутри кампуса Huawei, как выглядит IT Китай. Ну, мои впечатления, если кратко сформулировать, то мне кажется, что в США неоправданно дорого все, и неоправданно некачественная и тяжелая жизнь у простого трудящегося человека. Я вам приведу конкретные примеры. Я ехал на такси из аэропорта в Нью-Йорке
JFK, я ехал в Гарден-Сити. Это расстояние мы ехали 57 минут, примерно час. Как вы думаете, сколько я заплатил? Такси было самое примитивное, желтый старый Ford, которому 20 лет. Таксист был совершенно обычный паренек, совершенно явно он, так сказать, не богатый человек. То есть цена не определена. Те деньги, которые я плачу, они явно не идут ему в карман, и он не шикует на эти деньги. Старый автомобиль, ехали мы по некачественным дорогам, разбитым, иногда грязным. Но это ни в какое сравнение эта дорога не идет с дорогой из центра Москвы в Шереметьево. Сколько я заплатил? Вот я дам вам пару секунд на размышление. 1 час езды на совершенно обычном, скажите, эконом-класса такси. Я заплатил $140 США. Это примерно 13 тысяч рублей. На наши российские деньги. 13 тысяч рублей. Вот сравните, сколько это стоит в Москве и сколько это стоит в Нью-Йорке. Вы можете сказать, но это Нью-Йорк. Я вас спрошу, а куда же пошли деньги? Вот куда эти 13 тысяч рублей были потрачены? Не таксисту, он обычный бедный паренек. Не на автомобиль. Это был не новый, не современный, обычный старый Ford. То есть он давно уже амортизирован, он давно уже... он ничего не стоит, это копеечный автомобиль. Дороги тоже не отремонтированы. То есть можно было бы сказать, так ты посмотри вокруг, там же идеальная социальная жизнь. То есть взяли твои 13 тысяч и построили там рай для людей. Там же красиво все, но нет. Вы видели Нью-Йорк, посмотрите на видео. Он значительно хуже выглядит по своим, так сказать, обычным социальным качествам, чем Москва та же. Или чем Казань, или чем Санкт-Петербург. Давайте Москву забудем. Давайте дорогу из Санкт-Петербурга, из центра в аэропорт в Пулково. То есть эти деньги пошли куда-то в другое место. Они не пошли людям. Их кто-то забрал. То есть я и таксист, мы поработали на кого-то. И этот кто-то о нас не заботится. Это первый вам пример. Давайте я вам другой приведу пример. Интернет. Я купил там себе мобильную карточку. Verizon. Мобильный телефон. Я купил с лимитом по трафику, но я знаю, сколько стоит без лимита по трафику. Без лимита по трафику я заплатил, вот давайте сначала начнем с того, сколько стоит это в России. Сколько стоит мобильная карта, например, МТС, вот как у меня, у которой нет лимита по трафику, и я пользуюсь интернетом без всяких ограничений. Я плачу за нее сейчас, по-моему, 1000 рублей в месяц. Там я заплатил, там это стоит $60 плюс налоги, то есть 66 или там $68. То есть примерно, 6 тысяч рублей. В 6 раз больше. И при этом интернет значительно хуже работает. Скорость ниже, перебоев больше, иногда он просто не ловит в некоторых местах. Возникает вопрос, куда пошли эти деньги? Мы же заплатили в 6 раз больше, а качество нам дали в 3 раза меньше. Опять вы можете сказать, это же Нью-Йорк, это же Америка, там же все дорогое. Но я же вокруг вижу все ниже качеством. Опять вывод напрашивается. Значит, эти деньги пошли кому-то, кто за наш счет хорошо себя чувствует. А мы при этом, мы жители, не я там не живу, но те, кто там живет, чувствуют себя хуже. Я не могу найти объяснение этого, кроме как волчий оскал капитализма. Это просто отсюда и берутся яхты за $500 миллиарда у Джеффа Безоса. Мы именно этими и занимаемся. Мы строим яхту для Джеффа. И чтобы Джеффу было хорошо на яхте за $500 миллиарда, мы терпим вот это все. Они терпят в Америке. Вот вам это американская история. Теперь Китай возьмем. В Китае я тоже себе купил карточку. Тоже безлимитную, она стоит 800 рублей в месяц. 800, на наши деньги. В юанях, 80 что-то юаней. Не 800, 1000 рублей в месяц. Да, 80 юаней карта стоит в месяц. Там тоже есть какой-то лимит по трафику, но он достаточный был для того, чтобы... При этом качество дорог в Китае выше,
качество жизни людей, на мой взгляд, повышается. Я был там 4 года назад, 5 лет назад, вот я был сейчас. В Нью-Йорке я был 7 лет назад, я приехал сейчас. На мой взгляд, визуальный, качество жизни снижается. Стоит ли ехать туда жить? Где сейчас лучше находиться, я вам не скажу. Но на мой такой взгляд обывателя, мне просто некомфортно. Там, где я вижу, что для меня это важная часть быта, важная часть жизни. Я вижу, что я плачу, а большую часть тех денег, которые я заплатил, за все. Это я вам сейчас привел пример этой мобильной связи, такси, там туда же можно включить рестораны, туда же можно включить много всего. Просто я все это перечислять не буду. И каждый раз я, оплачивая свою жизнь, я вижу, что большая часть моих денег, она идет кому-то, кто не участвует в предоставлении мне этих услуг. Мне их просто не предоставляют. Это как будто бы какой-то огромный налог существует. То есть реальный налог там не 10%, не 15%, а 400%. Вот в Америке ощущение, что налоговая база 400%. И ты ее везде платишь. Ты везде платишь налог в 4 раза. Вот тебе продают карточку интернет, сверху 400% налога. И ты не спрашиваешь даже почему, куда идут эти налоги. Просто налог. Вот ты живешь в таком неком феодальном обществе. Есть некий феодал, зовут его Джефф Безос, и же с ними. И мы им сдаем эти налоги. Сдаем. Не нравится? Вариантов у тебя нет. Уезжай в другую страну. Возвращаясь в Россию, ощущение, конечно, совершенно такое, какой-то доброжелательности, что ли, общества, которое к тебе, не имеет этих 400% налогообложения, а имеет какой-то налог, разумный. Я тоже понимаю, что мы сдаем деньги здесь в России кому-то, и мы, конечно, платим за то, что нас обслуживают, и мы платим сверху еще и всяким капиталистам, безусловно. Но хотелось бы им платить как можно меньше, все меньше и меньше и меньше, чтобы деньги распределялись все-таки равномерно между людьми. Чтобы не было людей с яхтами за 500 миллиарда, зато были хорошие дороги, зато были... Вот это мои такие... Мое такое впечатление после США. Так, я тут много вопросов впереди. Давайте дальше. Давайте чуть быстрее буду отвечать. Так, тут мне пишут: благодаря вам понял, зачем мне магистратура, и поступил в универ. Вам большое спасибо. И вам большое спасибо, что вы смотрите. Продолжаем. Может быть, после магистратуры я вас смогу убедить пойти в аспирантуру. И вы мне напишите спасибо через 2 года еще раз. Следующий вопрос. Как вы видите будущее работы программиста с появлением сильных AI-ассистентов? Будет ли одна профессия в IT? Инженер, который и Dev, и QA, и DevOps, и все остальное. Я думаю, что да, все к этому идет. Мы будем еще более сборщиками. Программисты все более будут сборщиками, которые собирают все из компонентов. И многие эти компоненты будут, конечно, уже подготовлены с помощью AI. Все к этому идет. Это однозначно, мы это уже видим. Здесь даже, может быть, дело не только в AI, а в целом в развитии технологий. Просто становится все больше и больше укрупняются компоненты. Если 20 лет назад для того, чтобы развернуть веб-сервер на вашей машине, вам требовалось вручную собирать их поэлементно, и нужно было брать PHP и вкомпилировать его в Apache. Я помню и такие времена, когда отдельно был Apache сервер и отдельно исходники PHP. И нужно было взять исходники Apache, потом взять исходники PHP и убедиться, что вы их у себя на машине можете вместе скомпилировать. И вот когда вы скомпилировали их вместе, у вас получается бинарник Apache, и вы его запускаете. Вы эти времена, наверное, уже не помните. То же самое происходит и сейчас, только укрупнилось все значительно. Сейчас вы берете один компонент, который называется веб-кластер, и другой компонент, который называется Database кластер. И между ними 2 кнопками устанавливаете соединение, даже не понимая, что такое TCP-порт, даже не понимая, что такое реляционная алгебра, не понимая, вообще ничего не понимая. Вы просто соединяете и получаете результат. Ну и, естественно, вы будете уже программист какого-то другого склада. Я не говорю, что вы будете хуже. Вы, может быть, те, кто придут за вами. Но это будут другие уже люди, делающие другие вещи. Надо быть готовым. Следующий вопрос. Как вы считаете, какой вуз подходит? Так, мы это уже прошли. Я вам рассказал. Дальше. Что насчет Казани? Что я думаю по поводу легких наркотиков, как марихуана? Так, я не понял, как Казань связана с наркотиками. По поводу легких наркотиков я могу сказать, что я против наркотиков. Любых. Мне кажется, что это
штука вредная. И даже не потому, что она вредная здоровью. Я не думаю, что марихуана вредит здоровью. Я не считаю, что вред от марихуаны, допустим, больше, чем от алкоголя или больше, чем от никотина, а скорее всего меньше. Но я и против алкоголя тоже, и против никотина. Я просто думаю, что это все является такими костылями, которые нужны людям слабым и в определенной степени. Конечно, нельзя сказать, что тот, кто выпил на день рождения бокал вина, это сразу слабый человек. Но в целом, в общем, если посмотреть, для чего изобретены такие вещи, как наркотики, такие вещи, как алкоголь, то все эти изобретения связаны с необходимостью дать слабому человеку поддержку, с необходимостью дать ему какой-то стимул, с необходимостью помочь ему расслабиться, раскрепоститься, стать смелее. Мне кажется, что лучше, если все эти результаты человек достигнет сам. Мы таким образом получим более качественного человека. Если бы я учил молодое поколение, то я бы им говорил именно так. Вы можете, конечно, и пить, и курить, и нюхать наркотики, но вы при этом получаете результат слишком быстро. Вы получаете результат простым путем. Вы получаете удовольствие не от того, что вы разработали новую программу, и она заработала, и она делает то, что не делает ни одна программа в мире, а от того, что вы бахнули рюмку водки. Вот вы добились этого результата за один прыжок, а могли идти к нему 3 месяца. Конечно, человеку проще героин уколоть, и он на небесах, чем если он, допустим, 10 лет трудится, и в конце у него эйфория от того, что то, что он создавал 10 лет, принесло, наконец, результаты, и он на 7-м небе от счастья. От героина он туда же попадет, только через пару минут. Я бы посоветовал молодым людям не делать таких коротких переходов. Все-таки постарайтесь поработать подольше. Вы в итоге получите себя больше уважать будете. Потому что вы без допинга, без помощи, без костылей получили тот кайф, который вам хотелось. Я за кайф, я за то, чтобы он был в жизни, я за то, чтобы он к вам приходил. Вы должны от жизни кайфовать. Но только добейтесь этого кайфа с таким путем, в котором в конце у вас появится к себе уважение. А от рюмки водки, какое уважение? Это и собака может сделать, и животное. Накачать ее, она будет скулить, лежать от радости. Вы же более сложное существо. Вы по таким простым путем решаете свою. В общем, я против этого и вам не рекомендую. Так, следующий вопрос. Как попасть на стажировку в Huawei, если на вашем сайте не получается подать заявку? Слышал, что зовут на стажировку из России. Если вы за границей находитесь, то напишите мне прям вот под этим видео, напишите мне на e-mail, напишите мне в Telegram, мы что-нибудь придумаем. Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам приходили и стажировались. И даже если вы из России тоже, даже если из-за границы, 100% вы нам интересны, приезжайте, нам интересны, так сказать, специалисты со всего мира. И локально тоже, это все очень несложно, мы ищем кадры, особенно если у вас есть желание работать. Я уже рассказывал, по-моему, на предыдущем стриме о том, что мне много пишут с вопросами, как к вам попасть. Но когда ко мне приходят и присылают в запрос и говорят, я готов, я даю первое задание, и человек пропадает. Я даю первый шаг, давайте попробуем, давайте сделаем первое движение, и человек исчезает. То есть, видимо, люди просто ищут место, где получить деньги и поменьше работать. Мы не совсем то место, где так получится. По крайней мере, моя команда так точно. Я не могу за весь Huawei говорить, но мне кажется, и весь Huawei, он как-то такая компания, ориентированная все-таки на людей, которые должны работать. Вы знаете, я 2 секунды скажу про Китай. Если сравнить офис Huawei в Китае и офис Huawei в России, то это 2 разных офиса. По ощущениям, по тому, что происходит и что вы видите. Во-первых, в Китае тишина в офисе. Народ тихо сидит, работает и работает, начиная рано и заканчивая очень поздно. И офис заполнен. Все люди с утра, в 9 утра очередь в лифт. Причем очередь такая, в которой нужно полчаса стоять. Там, в том офисе, где я был, там лифт, и он, в общем, работает плохо, и огромная собирается очередь с утра. Люди, такое ощущение, что они воспитаны в формате: мы просыпаемся с утра, и мы трудимся.
не просыпаемся и ищем, как бы ничего не делать и стать богатым. А мы просыпаемся, и наша миссия жизненная – это трудиться. Труд как благо. Вот так. Может быть, это для нас, воспитанных, вот вас уже, молодых, воспитанных поколением современным, это, может быть, звучит как-то контринтуитивно, и вам кажется это странно, мы должны хотеть разбогатеть, мы хотеть должны стать знаменитыми и независимыми, мы хотим на яхту к Джеффу Безосу, или лучше рядом с ним, такую же построить. Вот наша цель. А, видимо, у среднего китайца цель как-то по-другому выглядит. И может быть это хорошо, может быть нам стоит переходить на формулу китайской жизни, потому что она, мне кажется, делает большинство людей счастливыми. Если формула американского капиталиста делает одного Джеффа Безоса счастливым, а всех остальных налогооблагаемых людей несчастливыми, то в Китае ощущение такое, что все точно понимают, зачем они просыпаются с утра. У них есть совершенно четкое понятие о том, какая их миссия в этой жизни. Какая миссия у этого несчастного, который платит по 13 тысяч рублей за такси, я не знаю. Видимо, у него тотальное неудовольствие от своей жизни, и просвета он не видит. Следующий вопрос. Про Китай поговорили. Как думаете, GPT ждет сильный бустинг в будущем, или они сейчас находятся на пике по добавлению функционала? Ну, я думаю, что ждет бустинг большой, будет много еще чего. Ждет нас что-то такое удивительное впереди. Я бы даже, не знаю, даже побоялся бы прогнозировать. У меня есть вот, посмотрите мой канал, который вы сейчас смотрите, поищите видео, буквально месяца 4 или 5 назад опубликовано, где я делаю некий прогноз относительно того, что нас, программистов, ждет с распространением искусственного интеллекта. Называется «Роботы против программистов» или как-то так. Но я там тоже стараюсь очень аккуратно прогнозировать, потому что мне кажется, что мы что-то такое... Впереди нас ждет что-то очень интересное. Так, был ли я в Нью-Йорке, хотелось ли бы мне туда переехать? Ну, я вам рассказал уже, нет, не хотелось бы. Я даже агитировал бы людей переехать обратно. Знаете, что еще интересно? Я там в видео сказал. Ощущение такое, что Америка все сильнее и сильнее изолируется от внешнего мира. Люди там просто не знают, как можно жить по-другому. Санкции вводятся. Вот у меня было такое ощущение, что вводить санкции против России или против Китая очень нужно для американского истеблишмента, который собирает эти самые 400% налогов, чтобы люди не ехали в эту Россию, и не ехали в Китай, и не видели, как можно жить по-другому. В Америке нет ни одного китайского автомобиля на улицах. При том, что в Китае сейчас 50% автомобилей электрические, 50% электрокары. Причем качество их, ну, вы, наверное, видео смотрите и можете сравнить. Китайское качество автомобилей уже близко подходит к качеству Мерседесов, BMW. Конечно, это еще пока не те автомобили, но они уже близки. Америка просто их не видит. Америка не видит красивых дорог Москвы. Она не видит красивых лесов и полей России. Она не видит китайских автобанов. Она не видит китайских аэропортов. Она видит JFK, грязный, старый, вонючий, я бы так сказал, местами. А аэропорт Пекина она не видит. Я вам выложу скоро видео, вы посмотрите, как выглядит аэропорт Пекина. Это вообще ни в какое сравнение не идет с JFK. А американец средний не видит ничего, кроме JFK, потому что санкции, он же боится в Китай полететь, там же преступники, по его мнению. В Россию боится, тут же здесь вообще кошмар, по его пониманию. И вот они живут в этом закрытом пространстве, в этой резервации, можно сказать, платят 400% налогов и вырваться как бы и не могут, и не хотят. Они уверены, что у них самая лучшая страна. То есть туризм сильно ограничен сейчас. И я думаю, что в перспективе его будет все меньше и меньше. Нам все меньше и меньше будут давать летать. Какие-то придумают эпидемии, какие-то Боинги будут падать, какие-то будут турбулентности везде в новостях. Будут постоянно муссировать тему трудностей при перемещении между странами. Люди в итоге осядут в резервациях. И ими станет легче управлять, с них снимать эти самые 400% налогов. Так, следующий вопрос. Вы предлагали отправить вам резюме, я отправил. Вы его посмотрите? Я обязательно его посмотрю, и меня отправили очень много людей резюме. Я одной порции все посмотрел, там их было штук
40, наверное. И на этом остановился. Сейчас ко мне пришла новая порция. Я ее посмотрю, когда наберется некий пакет. Так, следующий вопрос. Как часто вы ездите в командировки? Спрашивает у меня зритель по имени Гиена. Я частенько, пару раз в месяц куда-то езжу. Мне нравится перемещаться. Вы знаете, у меня почему-то производительность и продуктивность работы наиболее высокая, когда я с ноутбуком в аэропорту. Или с ноутбуком в каком-то кафе в незнакомом мне городе, и у меня рядом стоит чемодан, и отель еще закрыт, и я еще пока не... Или я только выселился. Вот какое-то такое командировочное настроение дает мне максимальную концентрацию, и у меня получается что-то написать или что-то сделать. Так, может быть, у кого-то из вас так же? Тогда напишите. Следующий вопрос. После какого момента джун становится мидлом? Я работаю в компании около года и не знаю, джун я или нет. Ну, когда зарплата у вас становится, как у мидла, вот вы и мидл, я думаю, вот и все. Следующий вопрос. Добрый день. Тимбилдинг, имею в виду активный, походы на природу, совместные посиделки. Это вообще нужно в современном IT-сообществе? Ваше отношение к такой активности, пример из жизни. Александр, я думаю, что это зависит во многом от формата менеджмента внутри вашего коллектива. Если у вас менеджмент классический, в котором никто никого не менеджит, а просто все надеются, что результат будет достигнут каким-то магическим образом, то, а это классический вариант менеджмента, он еще называется leadership. Это когда менеджера нет, никто команды не раздает, а просто все, значит, ходят на работу и верят в лучшее будущее. То в этом случае вам тимбилдинг, ну, наверное, нужен, потому что чтобы люди, ну, хоть что-то получали, хоть какую-то иллюзию сплоченности, хоть какую-то иллюзию, ну, что у них какой-то есть менеджмент, что есть какие-то... Потому что это же встреча с начальством во многом. Эти тимбилдинги, на них же обязательно приглашают начальство, и там люди могут с начальством пообщаться в бытовой обстановке, узнать, что, оказывается, начальник, он шашлыки вот без соуса ест, а другой начальник, он любит в бадминтон играть. И все эти элементы, они создают некую такую сплоченность, и люди просто чуть будут больше энтузиазма испытывать от работы. Если же у вас менеджмент, как мне кажется, более конструктивно организован, где каждый понимает конкретную цель своей работы и понимает, зачем он работает, и понимает, какую выгоду он получает от каждой законченной задачи, то в этом случае, на мой взгляд, тимбилдинг это, ну, не нужен, я так думаю. Он Хотя я, если вот сейчас подумаю, то, может быть, я бы вам... Может быть, сказал бы наоборот. Но наоборот, там нужен, там не нужен. Этот вопрос, может быть, как-то отложите, мы его в следующий раз проговорим. Почему? Потому что но главное в этом вопросе, я зафиксирую, что есть два типа менеджмента. Есть менеджмент, в котором менеджмента нет, а есть менеджмент второго типа, где менеджмент налажен. И вот в одном случае тимбилдинг, наверное, нужен, а в другом случае, наверное, не нужен. Думаю, я вас запутал. Вернемся к этому еще. Спасибо, что вы этот вопрос задали. Так, следующий вопрос. Будет ли столкновение НАТО с Россией? Так, это уже прям конкретная политика, в которой я не разбираюсь. Я все-таки могу политические вопросы обсуждать, если они касаются бытового уровня, там, где я вижу, там, где я могу потрогать, там, где я поехал в Америку, потрогал, как это все выглядит, и я вам могу рассказать свои ощущения. НАТО и Россия, я не очень понимаю, что такое НАТО, я не очень понимаю, кто представляет интересы России, поэтому черт его знает. Естественно, я бы просто не хотел этого. Я вам скажу просто свое личное отношение, я бы не хотел никаких столкновений, я против любых военизированных конфликтов. Я, в общем-то, не пацифист, но я считаю, что конфликт нужен. Я за войну, я за разрешение конфликтов таким радикальным путем, но я против войны такой, кстати, братоубийственной, и просто войны, которая разрушает что-то, убивает людей, разрушает здания. Я против интеллектуальной войны, я за интеллектуальную войну, я за войну технологий, я за войну... Вот я, например, бы с удовольствием посмотрел, как, например, воюет НАТО с Россией, но на каком-то поле, где бы выехали роботы. Вот хочет, например, НАТО столкнуться с Россией, давайте возьмем большую территорию,
Разрешим 100 роботов с одной стороны и 100 роботов с другой стороны. И вот посмотрим, кто победит. И пусть это будет кровопролитная битва, люди будут сидеть в бункерах, а роботы будут биться. И кто победит, вот того и считаем победителем. Вот хочет НАТО у нас там, не знаю, отобрать территорию, или хочет Россия отобрать у НАТО территорию. Ну, замечательно, выставляет свои требования, выставляет своих роботов, те выставляют своих, происходит битва и разрешается этот конфликт. Но это же, мне кажется, более как бы интересное, более разумное, более правильный механизм. Потому что все равно победить должен сильнейший. Это принцип живого всего на планете. Мы не должны отрицать эту идею, что сильный побеждает слабого, и слабый погибает. Это правильно, это логика жизни такова. Странно, если слабый будет выживать, если слабый будет побеждать, а сильный будет, наоборот, отступать. Все равно за территорию борются и страны, и люди, и компании. Кто растет, кто лучше становится, у кого лучше технологии, у кого лучше знания, у кого больше энергии. Он должен забирать территорию у тех, кто слабый. Это логично. Но зачем при этом убивать людей? Ну вот пришло время, допустим, Россия, ну, к примеру, Россия развивается, вот как мы это видим, Россия становится лучше, жить в России лучше, а в Германии жить все хуже и хуже. Ну, логично же, да, что Россия должна в какой-то момент подвинуть свои территории, ну, например, в территорию Германии, чтобы людям в Германии стало тоже хорошо. Но только не нужно их при этом убивать. Давайте просто выйдем в Германии с претензией и скажем: ребята, у нас технологии выше, мы вас хотим захватить. Предлагаем вам честный поединок. Выставляйте свои технологические достижения в виде роботов-убийц, и мы выставим своих роботов-убийц. Пусть они, посмотрим, кто у кого. Если вы победите, то нет вопросов, мы отступаем и свои снимаем претензии. Но если мы победим, то совершенно понятно, что наша цивилизация, она качественней, она мощнее, она дает людям больше, она выросла, она стала сильнее. Значит, логично, что она поглощает более слабую цивилизацию. Но только поглощает не через, конечно, бестолковые эти войны, которые... Так, надеюсь, я вам ответил. Так, у нас тут уже совсем времени мало, ребята, я вам отвечу на несколько вопросов, к сожалению. Давайте я выберу несколько самых интересных. Слишком их много. Так, языки программирования. Это мы обсуждали. Спасибо за ваш контент. Посоветуйте базовые книги. На моем блоге напишите слово books, и вы там найдете советы по книгам. Так. Большое спасибо. И вам спасибо. Вступительный сдал успешно, Роман пишет. Замечательно. Роман пошел учиться. Не кажется ли вам, что квантовые вычисления скоро заменят микропроцессоры? Будет одна большая машина на всех? Нет, мне так не кажется, но я думаю, что квантовые вычисления и квантовые компьютеры — это какой-то следующий прорыв после искусственного интеллекта. Я думаю, что мы его дождемся в течение 10 лет. Что именно это будет, я предсказать не могу, я не физик и в квантовом этом всем не разбираюсь толком. Так, я проработал 3 дня из 14, а меня похвалили, что я далеко продвинулся. Это все правда, что программисты работают по 2 часа? Да, программисты работают по 2 часа в месяц. Если вы пройдете по офису средней компании и спросите у программистов, сколько строк кода они написали за месяц, то вы увидите, вы ужаснетесь той цифре, которую вы услышите. И не надо мне говорить, что строки кода не являются метрикой. Если там строк кода будет 100 за месяц, а в основном это будет не 100, а 2, то это показатель того, что человек делает. И в основном программисты, конечно, бездельники. Это очевидный факт. Так, я фильтрую вопросы, прошу прощения. Какие-то я просто не читаю. Почему Huawei не позволяет сотрудникам работать удаленно? Я прочитаю этот вопрос, хоть он, конечно, провокационный. Я-то сам сотрудник Huawei, и негатив так вот в прямом эфире о компании говорить не буду. Но это безусловно, слабое место у компании. Я искренне готов покритиковать, но это не только компании Huawei проблема.
А почему Google не разрешает работать удаленно? А почему Twitter не разрешает удаленно? Тот же Илон Маск. А почему Amazon не разрешает работать удаленно? Почему? Какая логика? Потому что большие компании не способны на тонкий, точечный, конкретный менеджмент. Они не могут управлять нами, исходя из наших результатов. Они могут управлять нами только исходя из нашего присутствия, к сожалению. Есть вы в офисе, значит, наверное, вы что-то делаете. Нет вас в офисе, значит, вы ничего не делаете. А в Huawei к этому еще всему добавляется китайский менталитет. Как я вам рассказал только что, в Китае люди искренне работают ежедневно, считая это не то что своей обязанностью, а своим нормой для жизни. И китайский менеджмент, который в Huawei, предполагает, что так во всех странах. И исходя из этого предположения, просят, чтобы люди работали и в России тоже, в офисе постоянно. Им понятно, что если человек не в офисе, то он, наверное, ничего и не делает. Исходя из менталитета китайского гражданина среднего. И мы не можем им подчас донести мысль о том, что, вы знаете, в России вот немножко другой менталитет. Но он, мне кажется, и не другой. Мне кажется, он еще хуже у нас менталитет, чем в Китае. То есть нашего брата русского, российского надо заставлять приходить в офис. Если китайцу еще можно, как мне кажется, сказать, вот сиди дома и продолжай программировать, он будет сидеть дома и продолжать программировать, то нашего человека, мы же это видели все во время пандемии, они просто ничего не делают. Они и в офисе ничего не делают. Так дома они просто даже компьютер не включают. А зарплата идет. Зарплату ты ему плати каждый месяц. Все строго по режиму. Он будет возмущаться, если ему не заплатили. Так что я поддерживаю эту идею, хоть она мне лично не нравится, я бы сам не работал бы каждый день в офисе, но если посмотреть на массы людей, то я бы сказал, да, нужно нашему российскому программисту заставлять его ходить в офис. Он не способен работать удаленно. А когда вводишь менеджмент, который основан на контроле результата, он начинает вопить и говорит, что нельзя считать мои строчки кода, нельзя считать мои pull-реквесты. Я личность более сложного свойства. Дайте мне свободу, я буду сидеть дома и ничего не делать, и деньги присылайте. Ну вот с такими товарищами, а их большинство, я думаю, что правильно Huawei делает. Ходите в офис, и там уже в офисе мы как-то организуемся. Так, дальше. Какие репозитории стоит сейчас использовать разработчикам из России для open source и pet проектов, ибо GitHub не кажется надежным решением, спрашивает Сергей. Сергей, я согласен, действительно GitHub все меньше и меньше кажется надежным решением. Буквально вчера я прочитал новость о том, что Docker Hub закрыл доступ с российских IP-адресов. Если это правда, то я просто не пользуюсь, я через VPN везде хожу, и очень может быть, что это сделает, конечно, и GitHub, хотя у них были там всякие обсуждения, вы же помните, пару лет назад они обсуждали комьюнити и говорили, что мы не закроем доступ, мы, мол, не такие, но они же Microsoft, они же часть системы, и санкции есть санкции. То есть, отвечая на вопрос, какие репозитории, я бы пока продолжал бы через VPN работать с GitHub. Я не вижу пока альтернатив, к сожалению, этой площадке. И те, кто пытается создать эти альтернативы, на мой взгляд, делают главную ошибку. Они пытаются конкурировать с GitHub. Они пытаются дать программистам, которые open-sourcerы, другое решение технологическое. Я бы действовал иначе. Вот давайте я отвечу на этот вопрос, последний, к сожалению. Больше у нас времени нет, в следующий раз встретимся. Как бы я действовал для того, чтобы действительно победить эту проблему? Проблему этой монополии GitHub на рынке. Я бы попытался, будучи, например, на уровне государства, создать условия, построить силиконовую долину условно, где-то здесь в России, например, в Крыму, например, под Москвой, например, в Казани. Такого качества, которое была бы сравнима с тем, что имеет тот же Линус Торвальдс, например, который работает, например, на GitHub, у себя где-нибудь там в Швеции. Привлеките сюда этих людей. То есть сделайте им такие условия, дайте им какие-то гранты, дайте им условия проживания. В это можно вложить деньги. Для этого не нужно быть технологической, так сказать, державой номер один.
Это можно сделать. Построить дома, разбить лужайки, построить магазины, провести транспорт. Мы это умеем делать. И дальше привлеките этих людей сюда, перевезите их семьи, дайте им какие-то трансфер пакеты, в которых им будет оплачиваться все при их переезде. И пусть этих людей переедет сюда 100 человек, ключевых контрибьюторов на GitHub. Они будут продолжать работать на GitHub. Никто GitHub не отменяет. Мы не можем построить аналогичную платформу. Они будут продолжать контрибьютить в свои американские или какие угодно проекты. Но территориально эти люди переедут сюда. И когда они переедут сюда, то GitHub просто не сможет закрыть доступ для россиян. Потому что это будет технически невозможно, потому что много ключевых контрибьюторов находится за границей. Например, тот же Александр, у которого мы брали интервью, который сделал язык V, который русскоязычный. Он живет в Голландии. Что-то ему, значит, нравится в той Голландии. Но давайте ему предложим жить в Подмосковье с теми же условиями. Давайте ему покажем, как здесь можно купить дом, квартиру под лучшие условия, под лучшие кредиты. Давайте сделаем кредиты под 0% для айтишников. У нас же нет этого. У нас какая-то там снижена какая-то цена там, на новое жилье, вот эта вся ерунда. Но сделайте полностью нулевое кредитование. И эти иностранцы, которые будут продолжать работать с GitHub, они окажутся здесь, просто потому что жить комфортнее. А дальше санкции не смогут действовать, потому что уже GitHub просто технически не сможет закрыть, но он Линусу Торвальдсу не закроет доступ. Это будет огромный скандал, это будет тупик. И GitHub будет продолжать уже бороться против Microsoft. GitHub сам внутри Америки будет бороться против санкций, потому что для него это будет смертельно для его бизнеса. Вот так я бы действовал. А не строил свой GitHub, тратя на это деньги и делая то, что никогда не получится сделать лучше. Все равно GitHub будет первым. Все равно на GitHub будет Linus Torvalds. Никогда на ваш Git Russia не перейдет Linus. Этого не случится. Какой бы вы функционал ему не дали здесь, какую бы вы платформу не сделали, он не будет пользоваться вами. Просто не будет. Потому что все его контрибьюторы там, вся история там, все люди там. Все. Они уже завоевали первенство. Они уже создали, так сказать, захватили эту территорию. Нужно действовать через людей, через ключевых персоналей, которые задействованы в этом процессе. Вот если это случится, если подумают в эту сторону наши государственные люди, было бы здорово. Все, я вас благодарю, мы уже овертайм, спасибо, что пришли. Я, к сожалению, не смог ответить на все ваши вопросы, видимо, я слишком долго рассказываю, надо быть покороче. Я увижу вас в следующую пятницу. В это же время, в 6 часов по Москве. Огромная благодарность всем, кто задал вопросы.